Всем привет, друзья! С вами Думюрат, и мы дождались. Это Европа Универсалис 5. Сколько прошло с выхода четвертой Европы? Лет 10 уже, наверное. Или сколько? Когда вышла четвертая Европа у нас? Посмотрим. В 2013 году прошло 12 лет. Через столько лет всегда. Что, будем щупать сейчас новую Европу Универсалис. Так, выбрать любую державу, погнали. И, конечно же, будем за Россию играть. Что-то Range Shield. Что-то надо было прочитать, что там было. Так, это что за ерунда? Железная воля выключена. Вот, правила игры, да, у нас? Угу. Все, включаем Iron Man, чтобы достижения получать. Шаблон, генералы, уровень сложности средний. Да, наверное, оставим средний. Исторически достоверный, да, державы. Смена державы запрещена. Подбор заданий. Это что такое? Это набор этапов, доступных державе. Задание определяет направление действия для державы. В зависимости от настроек представляет полезные награды за выполнение этапа. В смысле, почему отключить? Достижения недоступны, если выбрать задание. Ничего себе. Странно. Разрешить возможное создание держав. Колонизация компьютером все державы. Экспедиции. О, кстати, экспедиции только западные написано. Обращение в культуру. Динамические правила. Интересно, что значит вообще? Только в пределах культурной группы присутствующие державы. Вспышка черной смерти. Можно задать год. 1346 год. Получается, у нас будет вспышка черной смерти. Окей. Источник черной смерти всегда, получается, Центральная Азия. Блин, это рядом с нами будет. Возникновение институтов динамическое. Название Византии. Ничего себе. Классическое. Окей, все, мы разобрались, как включить Iron Man. Здорово. Выбор державы. Королевство... О, интересно, какая сложность Москвы... а где Москва? Что? Нету Москвы? Интересно. Ладно. Сетевая игра нам не нужна. Ну окей, вроде все настроено, достижения включены, Москва выбрана. Великое княжество Московское. Иван Рюрикович. Резиденция династии Новгород. 66 админ очков, 92 дип очка и 70 военных очков. Доступны динамические исторические события 108 штук. Вы, как Москва, получаете доступ к следующим уникальным улучшениям. Большой театр. Найс. Ранг державы, королевство. Оседлая держава. Монархия. Интересно. 341 тысяча человек, получается, у нас в нашем княжестве московском будет. А это наши культуры, да? У нас есть какая-то мирянская культура и московская. Ага. Это что за религия? Православие? Это что такое? Чимарий Юла. Марийская языческая религия принадлежит к европейской религиозной группе. Это просто язычники, что ли? Московско-Владимирская уния. Татарская ига, да. Мы под игом. Вселенский патриархат Константинополя. Это наша православная, получается, патриархат наш. И Московско-Владимирская уния у нас. Все, короче, запускаемся. Давайте. Сохранить облако. Давай, да. Начать, погнали.
Великое княжество Московское. Историческая справка. Великое княжество Московское находится на перепутье. Политические интриги, экономические трудности под татарским игом и непрекращающаяся борьба за власть между русскими княжествами, каждое из которых стремится к господству над раздробленными землями Руси. Татарское нашествие по-прежнему отбрасывает тень на весь регион, и Москва, как и другие русские княжества, остается данником могущественной, ну мы-то знаем, могущественной Золотой Орды, соответственно. Через эти сложности ведет великий князь Иван Рюрикович, правитель, хорошо понимающий, насколько хрупок баланс, необходимый для выживания под властью татар. Благодаря дипломатической хитрости и стратегическим союзам он умело управляет делами княжества, а теперь стремится укрепить свою власть и поднять статус в рамках ига, лелея мечту объединить русские земли под одним знаменем. Нехорошего мнения обо мне. Ладно. Значимые советы, господи. Запустить обучающую демонстрацию. Вы не сможете запустить обучающее прохождение с отключенными заданиями. Прикол. Подсказочки. Необходимо интегрировать в состав вашей державы провинции, чтобы те примножали богатство. Все районы следует интегрировать как можно скорее. Поручите действия интеграции провинции. Ага. Понятно. То есть у нас есть какие-то неинтегрированные профки. Интеграция новой территории — одна из важнейших задач Совета. Довольство населения в завоеванных районах будет значительно ниже, что может привести к «не переведено», да, у нас тут. Классно, кстати, что игра реально полностью переведена на русский с самого начала, самими разработчиками. Но вот то, что пропадают слова, это, конечно, не очень классно. Так, потом население требует товары у нас. Какие повседневные товары в том районе, где живут? Если они не могут купить необходимые товары, довольство этих групп населения будет соответствующим образом снижаться. Угу. Такие группы населения могут поддержать мятеж против правительства. Так, возможные принципы. Это что такое? Одна из важнейших особенностей нашей державы, видимо. Принципы следует принимать сразу, как только это становится возможно. Нажмите на изображение плюса под карточкой правителя во вкладке «Панель правительства». Господи, куча вкладок. Понятно. Ну, как обычно. Возможные действия совета. Ну, это я уже понял. Они тут... Что они могут делать? Интегрировать провинции, повышать стабильность, укреплять легитимность, улучшать отношения и повышать дипрепутацию. Вообще, это что такое, я не очень понимаю. Общественные изменения за месяц. Если мы хотим принять какую-то общественную ценность. Это вот мы можем двигаться в сторону либо централизации, либо децентрализации, либо армия, либо флот и так далее. И советники могут, соответственно, тоже на это влиять, да? Действия развития провинции могут делать. Панель улучшений. Это исследование технологий. Все, я понял. Окей. Возможные соперники. Если у нашего соперника есть враги, нам проще наладить с ним тип отношений, ну, как и в 4-й Европе. Мы можем фабриковать поводы для войны против соперников и вмешиваться в войны с их участием. Угу. Казус белли, значит, можно будет делать против них. Это хорошо. Число рекрутов. У нас их ровно 0. Показывает, сколько людей в державе можно зачислить в регулярные войска для нужд армии. Но у нас пока, по-моему, нету регулярных войск. Смотрите, мы, кстати, татарскую дань выплачиваем. Отдаем им 3 рекрута. Интересно. Да. Нет Чё нет союзников? Ну, у нас нет союзников, да. Ну, печально. Так, что тут кликать вообще? Это у нас время, да? Здесь у нас скорость. Плюсики-то работают? Да, работают плюсики.
С чего начать? Давайте начнем с вот этих вот штучек. Эти провинции не интегрируются. Можайск и Коломна. Политическая карта никак не отличается от карты ландшафта почему-то. Мне это не нравится. В 4-й Европке было как-то, как будто красивее, что ли, все выглядело. Здесь как-то странновато. Ну окей. Такс. Группа населения с потребностями. Группа населения на этих рынках не хватает потребляемых товаров. Район рынка. Рынок района Москва. Невыгодные сооружения. Дубильня в городе Москва. Невыгодная у нас. Ничего себе. А чё она невыгодная? Где она вообще? Дубильня. Вот она, дубильня. То есть она у нас минус 0,13 монет чисто, да, делает? Офигеть. Как вот его снести? Непонятно. Ладно, пофиг пока. Неэффективная чеканка. Эффективность нашей чеканки всего 0%. Интересно. И так будет инфляция? Типа не... А, у нас нечего чеканить, типа. А почему? Ну, почему-то нечего чеканить. Исследование. Возможное число священников в городах плюс 50. Окей, то есть там организованную религию только, да, надо добавить. Давайте. Ой. А? Не понял. Это где? А, вот, я вижу. То есть остальное все недоступно, типа. Требования не выполнены. А, то есть ничего еще не улучшено. Что-то исследовано, что-то не исследовано. Ну окей, то есть нам только можно исследовать вот это вот, да, древо? Хорошо. Значит, исследуем. Возможные действия совета. То есть нам нужно интегрировать Можайск и Коломну. Так. То есть у нас есть наш совет. Консорт Ульяна. Кронпринц Симеон. Так. И нам нужно интегрировать, да? Интеграция провинции. То есть это уже на 40% интегрировано, это на 16%. Ну давайте Можайск. Да, окей, Можайск. Интегрируем. А кто это будет делать? Назначить участника, да? Ой, подождите, вы что делаете-то? И то есть сейчас это делает наш правитель, что ли? То есть это требует военных очков. Угу. Реально, требует военных очков. Но у нас вот есть какой-то Степан Петров, у него 82 военных очка, да? Назначим его. Ну да, он быстрее все делает. Так. Хорошо, одного назначили. Так, интеграция. Провинции. Коломна. И это будет делать тоже кто-нибудь военный.
Святополк. А я на это деньги трачу, что ли? О, я на это деньги трачу. Пец. Ну окей. Хорошо, сейчас мы быстро их интегрируем, получается. Отлично. Так. Давайте выберем соперников. Это определенно будет Золотая Орда. Конечно же. А сколько их всего-то? Два соперника еще. Великое княжество Литовское можно взять. Давайте, Великое княжество Литовское. Тевтонский орден. Либо королевство Дания. Угу. Либо королевство Швеция. Давайте Швецию возьмем. Да, что-то какие-то лютые сразу соперники. Жесткие. Так. Ну хорошо. Выбрали. Два государственных принципа. Так, и вот наши принципы все. Угу. Давайте смотреть. Развитие сельского хозяйства. Первый принцип. Производство пищи плюс 20%. Смещение к крепостничеству плюс 0,1. Наверное, это не очень хорошо. Дип традиции, кстати. Дип репутация плюс 3. Дип потенциал плюс 1. Смещение к миролюбию за месяц плюс 0,1. Угу. Насаждение религиозности. Религиозное влияние. Смещение к традиции за месяц. Сеть торговых контор. Стоимость чужих сооружений. Странно. Дип-дистанция. Что такое дип-дистанция? Непонятно. Торговая дистанция. Самодержавие. О. Сила короны. Это что такое? Влияет на сословную власть правителей, то есть на власть правителя во всей державе. Неплохо самодержавие. Феодальное дворянство. Равновесное довольство. Сословие аристократов. Верность эллинников. Смещение к традиционной экономике. Терпимость к религиям мы взять не можем, видимо. Потому что мы должны быть гуманными, а мы не совсем гуманны. Национальное собрание. Нужно исследовать улучшения. Патримониализм. Управление гавнями. Местничество. Угу. Так. Ну, мне вот понравились дипломатические традиции. Мне кажется, это можно взять. Давайте возьмем. Государственные принципы изменены. Интересно. И, например, можем взять самодержавие. Или сеть торговых контор. Торговая дистанция, плюс 10%. Облегчит сбор налогов и ускорит рост торговли. Мы приумножим доходы государства. Но мне это нравится. Религиозность, наверное, нет. Пищи, мне кажется, мне так много. Самодержавие тоже вариант. Ладно, давайте сеть торговых контор, допустим, возьмем. Надеюсь, это поможет нам с денежками. Так, возможные дипломатические действия. Давайте посмотрим. Создание... Ну, создание казуса Белли есть у нас. Объявление войны. Так, здесь у нас всякая благосклонность. Угу.
есть у нас враждебные действия. Создание шпионской сети. Экономические действия. Угу. Попроситься в вассалы. Проситься в вассалы? Нормально. Ой, какая песня. Это наши товары, да. Рынок района Москва. В каждом районе есть свои ресурсы, добываемые собирательством и охотой в шахтах, на лесозаготовках и на фермах. Каждый уровень добычи ресурсов позволяет нанять до 1000 крестьян или рабов. На максимальный уровень добычи влияют развитие, улучшение и другие факторы. Ага, так, и как нам нужно сукно, получается. Тонкое сукно. И где оно? Вот оно, тонкое сукно. Указать сооружение, производящее товар. Тонкое сукно. Гильдия портных. Построить сооружение гильдия портных в Москве, да? Прибыль через 3 года плюс 94 монеты. Стоимость 33 монеты. Хорошо, допустим, мы поставим гильдию портных. Но это стоит довольно дорого. Давайте построим. Ага. Ну окей, допустим, мы построили гильдию портных. Как-то это странно. То есть у каждого строения есть уровни. Да, уровень сооружения 0 из 10. Угу. Ладно, надеюсь, я что-то правильное делаю. Непонятно. Пу-пу-пум. Так. Чё, давайте с кем-нибудь союз заключим, правильно? В 4-й Европе это то, что надо было бы сделать в начале игры. Ладно, вот, например, Киев. Минус 38. Положительное мнение, доверие, расстояние, разница в силе, базу значение минус 40. Окей, допустим, мы будем... Попытаемся поулучшаться, да, с Киевом, чтобы потом с ними заключить союз. Можем мы так сделать? Можем, наверное. Улучшение мнения, Киев. О, давайте. Так. И это стоило... Дипломатический потенциал. 1 из 6. Ага. Ох, ничего похожего на 4-ю Европу, что-то пока. А давайте каким-нибудь, может, Белоозером вообще. Допустим, Белоозеро. Союз. Окей. Хорошо. У меня союз с Белоозером. Отличное начало. Да. Дубильня. Дубильня. Что мне делать с этой дубильней? Я могу снести или что? Вот она, дубильня. Ее можно... Что, снести? Ее можно снести реально. А что она делает? Работает в убыток. Вы можете субсидировать его, чтобы оно продолжало нанимать как можно больше групп населения. В противном случае оно начнет увольнять по 10% работников каждый месяц. То есть нам нужно его на самом деле субсидировать. Давайте, субсидируем его. Раз у него проблемы, да, у этой дубильни. Да, ребята, экономика. Плюс 1,5 монетки у нас. Чеканка, налоги, сословие бои. А почему? Нам надо повысить, нет?
Я не могу повысить. Это максимум. Вот, оп. Это меняет их довольство, да? Ну, надо по максимуму, по максимуму. У бояр, кстати, удовольствие хорошее. Налоги с освещением что-то не очень, да? Вот это вот. Можно чуть уменьшить налоги со священников. Чтобы мы оказались в зеленой зоне, да? Оп. Продажи пищи, выплаты татарскому игу, затраты на дипломатию. Угу. То есть, чем больше мы на это тратим, тем больше у нас дипломатов. Ага. Интересно. Выплаты татарам, ну это понятно, что такое. Вложение в стабильность. Опа, это что? Ага, можно за счет денег повышать стабильность. Офигеть. Офигеть. Как тут много нужно денег, я вам скажу. Ну хотя бы плюс 0,2 давайте. Будем одну монетку зарабатывать, зато повышать стабильность. Субсидии на сооружение, да, на дубильню и сооружение в державе Москва. Расходы на них идут. Рынок, торговля, кстати, торговля. Автоматизация рынка. Мы назначили максимум торгового потенциала уже, да? Автоматизированная торговля не будет расходовать потенциал. Ага, то есть что-то мы можем автоматизировать, что-то вручную, да, сделать. Окей, короче, с экономикой пока ничего не понятно. Продукция. Это что мы можем строить, да? Всякие сооружения. Пища наша. Наше общество. Религия, народ. Дипломатия. Военное дело. Можно набрать регулярные войска, да. Можно набрать наемников. Набрать отряд пехотинца. Нельзя, да? Набрать. Ага. Геополитика. Это наши колонии и экспедиции. Эпидемии. Улучшение. Улучшение мы, в принципе, выбрали. Подождите, давайте еще дипломатов куда-нибудь отправим. У нас же, типа... Еще есть дипломатическая... Потенциал дипломатический у нас есть. Поэтому мы можем еще что-нибудь сделать. Действие ленника. Попроситься в вассал. Нет, вот, попросить стать нашим вассалом, да? Его мнение должно быть не ниже 150. Сейчас 143. Окей, давайте улучшать мнение Владимира. Вот, улучшаем мнение с Владимиром. И, например, с Суздалем. Суздаль. Улучшение мнения. У нас есть еще один дипломат. Один дипломат. Что нам с ним делать, с этим дипломатом? Рязань. Враждебные действия. Создание повода для войны. Создание шпионской... Что делает шпионка в этой игре? Ну-ка. Так, шпионка позволит нам совершать тайные действия. Например, создать повод для войны, поддержать мятежников или внедриться во власть. Шанс обнаружения составляет 5% за год.
Хорошо, допустим, шпионку мы создадим. Минус 0,1 дипломат всего лишь. Посольство учреждено. Мы приказали своим дипломатам, держа Рязань, создать шпионскую сеть. Окей. Допустим, мы создаем шпионскую сеть в Рязани. У нас союз с Белоозером. Мы улучшаемся с Владимиром и Суздалем. Владимир, Суздальское княжество. Значит, с Киевом улучшаемся. И выбрали соперники Золотую Орду, Швецию и... Кому там еще? И, конечно же, княжество Литовское. Ну окей, а чё я могу еще построить? Не знаю, вот Одинцово, например. Что мы можем построить в Одинцово? Дороги. Ни хрена себе, какие дорогие дороги. Офигеть. Не, ну тогда все понятно. С такой стоимостью дорог. Да. Ладно, вернемся к Одинцово. Так. Это что? Одинцово, провинция. Демография. Аристократы. 21 аристократ там живет. Классно как. Что мы можем там построить? О, добыча ресурсов, бобовые культуры у нас там. И я могу расширить добычу ресурсов за 33 монетки. Ага. Окей, а как мне посмотреть, какие ресурсы у нас вообще... Вот, добываются. Ага, все, я вижу. Блин, вот это вот очень неудобная карта, потому что я не вижу, что, где тут мои-то провинции. Где вот тут мои провинции, а где не мои провинции. Ну вот как? Что у нас тут? Пшеница, дичь, мех, скот, камень, шерсть, лесоматериалы. Не знаю, давайте расширим производство леса, например. Пушкина. Оп, расширили. Вообще, хз, что я вообще делаю, я не знаю, но мы, допустим, это делаем. Хорошо, расширяем производство леса. А что нам делать с сословиями? Вот в чем вопрос у меня, кстати, еще есть. Можем выдавать реформы боярам. И вот целевые, значит, значения довольства у каждого из сословий. Племена у нас какие-то есть. Что за херня? Так, то есть бояре. Здесь уже до хера реформ. Чтобы отменить их, нужна стабильность. Окей, священники. Тоже нужна стабильность. Окей. Подкуп сословия. Какие есть привилегии у священников? Давайте посмотрим. То есть плюс 5% довольства и плюс 10% власти. Сейчас у них 14% власти. Ой-ой-ой. Так, то 14% власти. Это что значит? Ага, если меньше 25%, то увеличенный налог. Чем меньше власть, тем больше налогов мы с них собираем, в общем. Угу. Понятно. Мы можем добавить привилегию крестьянам, например, да? Объем выпуска ресурсов минус 5%. Выходной, воскресенье. Никаких выходных. Ой, чё, блин.
Охренели, а что-нибудь хорошее есть? Независимые деревни. Нет, спасибо. Ополчение простолюдинов. Размер ополчения плюс 20. Эффективность ополчения плюс 25. Разрешение крестьянам владеть оружием. Это плохо? Что будет, если я разрешу крестьянам владеть оружием? Что-то я даже не знаю. Право на представительство. Право на часть урожая. Потребление пищи крестьян минус 10. Максимальный размер добычи ресурсов минус 10. Смещение к личным свободам плюс 0,1. Свобода перемещения. Средства производства. Урезанное ополчение. Неприкосновенность веры. Ну, ополчение можно было бы, наверное, взять. Это тратит нашу легитимность? Офигеть. Это тратит нашу легитимность. Что можно дать мещанам? Что-нибудь, наверное, на торговлю. Производственная эффективность. О, плюс 20, плюс 2,5%. О, смещение к капитализму. Прикольно. Что делает капитализм? Так, где был капитализм? Как это? Как открыть это окно с капитализмом? А, вот они, ценности. Где-то капитализм. Вот А у нас... ничего себе, у нас традиционализма огромное количество. Когда преобладает традиционализм, стоимость сражений больше. Зато лучше объем выпуска ресурсов, предел населения, лучше производство пищи, лучше. А у капитализма снижается стоимость сражений, ниже банковский процент, лучше производственная эффективность, но хуже производство пищи. Ну, как будто нам это сейчас не особо и актуально. Так, что еще есть? Смещение к инновации, смещение к капитализму опять. Максимальный налог минус 10. Не, спасибо. О, контроль над чеканкой монет. Одни плюсы. В чем минусы? Объем выпуска золота плюс 5. Объем выпуска серебра плюс 5. Предел чеканки плюс 1. А в чем минус? Изменение довольства сословия, предоставление... бояре расстроятся. Да, бояре-то, смотрите-ка, сильно расстроятся. Интересно. Пособие на развитие городов. О, это тоже классно. Развитие плюс 0,01 за месяц. Смещение к инновации. Ну, посмотрите, как все расстраиваются. Жесть. Минус 12 бояре, минус 4 священники, минус 2 крестьяне. Права горожан на землю, право надзора за казной. Право надзора за казной. То есть горожане платят меньше, зато налоговая эффективность побольше, да? Неплохо. И не так сильно все расстроятся, кстати. Советники из купцов. О, торговый потенциал. Плюс 10%. А вот это как-то сильно. Мне вот это нравится. Советники из купцов. Рыночная привлекательность плюс 5. Влияет на привлекательность наших рынков для районов. Стоимость сооружений минус 5. Торговый потенциал горожан плюс 100%. Торговый потенциал в целом минус 25. Окей, допустим, давайте дадим советники из купцов. Повысит наш торговый потенциал. Возможно, даст нам больше денег.
Здравствуйте. Мы похерили везде довольство. А, это одномоментно понизило. Это одномоментно понизило, но этот эквилибриум остался тем же самым. 51. Вон оно чего. Ну окей, что есть у священников? Модификатор силы икон. О, я даже до этого еще не дошел. Терпимость к истинной вере, это нам знакомо. Максимальный налог минус 100. Что? Это зачем? Поддержка культурного единства. Скорость ассимиляции группы населения, кстати, увеличивает. Вложение... О, религиозная администрация. Повышает нашу стабильность. Повышает нашу стабильность. Это здорово. Плюс 0,01. Ну, плюс 0,01 это же ужасно мало. Я вон за деньги плюс 0,2 делаю. Плюс 0,01. Серьезно? Выглядит слабо. О, религиозные дипломаты. Плюс 1 дипломат. Вот это, кстати, интересно. Но это не дает вообще довольства, получается. Но дипломаты это здорово, конечно. Святые в администрации. Влияние духовенства на требования. Советники из религиозных деятелей. Эффективность в совете. Укрепление веры. И церковную музычку мне включили. Урезанные военные обязательства. Стоимость объявления войны иноверцам минус 10. Допустим, возьмем советников. Ой, ну да, религиозных дипломатов. Допустим, возьмем. Окей. Так, короче, нам нужно следить за дипломатией, я думаю, за Владимиром. Вот Владимир, мы с ним улучшаемся, да. Мы хотим его... Коварная держава княжества Козельск объявляет нас своим соперником. Ты кто вообще? Княжество Козельск. Жесть. Это кто такие? Ладно, давайте вернемся к Владимиру. Мы хотим его попросить стать нашим вассалом. Минус 2. Объединение Вселенский Патриархат Константинополь ослабло. Держава Брянск больше не состоит в нашем объединении. Нифига себе. Хреново, чё. Коварная держава княжества Карачев объявляет наш своим соперником. Ух, какая страшно. А вот и королевство Швеция тоже объявило нас своим соперником. 0,85 дипломатов. Еще тогда чуть-чуть ждем. А купцы недовольны. Протесты и жалобы купцов на налоги, портовые сборы, присвоение судов в пользу флота, а также на торговые и таможенные законы становятся все громче и плохо сказываются на нашей экономике. Теряем довольство мещан, либо получаем модификатор уменьшения вложений в торговлю. Избавиться от смутьянов! Пошли прочь! Это что такое? Мы можем вступить в международное объединение Черниговское движение за независимость. Не-не-не, пусть сами они там разбираются. Кстати, у нас почти лесопилка достроилась. У нас есть дипломат, подождите. Где Владимир? Владимир.
Владимир. О, попросить стать нашим вассалом. Окей. Как мне посмотреть, какие бонусы это дает? Владимир. О, держава Москва собирает дань со стороны Владимир. Вот, вассал, да? Можно присоединить через 10 лет. Если мнение плюс 150. Москва может строить места добычи ресурсов. Может покладывать дороги. Ограничивать дипломатию Владимиру. Мы тратим, кстати, наш дип-потенциал на это. Нехватка рабочих для добычи ресурсов. То есть мы построили лесопилку. Но у нас там некому работать. А как понять, сколько дефицит? Вижу. Рабочие. Они все заняты. Все 1500 рабочих заняты. Ой, зря я там поставил, да? Зря я это построил. Нужно еще... Ой, у нас минус 1000 не хватает. Можно повысить крестьян. О. А как? Плюс 12? Ой, что я нажал? Лесная деревня. Господи, как тут много разных строений. Это жесть. Это просто жесть. Это просто жесть. Короче, я понял, зря я это сделал в целом. Наш престиж, кстати, увеличивается. Оспа. Процветание в Москве минус 30. Нет. Я не хочу вспышку оспы, не надо. Нет, эпидемия какая-то, ёб твою мать. Ай-яй-яй-яй-яй. Эпидемия. Оспа. Жесть. И что делать? А что делать? Какая музычка, и у нас оспа. Охеренно. Мне не надо управлять дипломатией, если я хочу убрать оспу, ребята. Теряют население. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, мы проиграли эту игру из-за оспы, я правильно понимаю? Нужно построить больницу, да? Нельзя строить сооружение этого типа. Больница стоит 169 монет, ребята. 169 монет. Охренеть. Просто здрасте, приехали, началась оспа. Бля. Я в ахере. Динбрак. Кстати, а что с динбраками? Как это работает? Вот, например, Киев, да? Как с ним динбрак заключить? Вот. У нас нет взрослых персонажей, которые не состоят в браке и являются близкими родственниками правителя. Офигеть. Офигеть. То есть еще один брак, ты хрен теперь заключишь с кем? Жестко. Это жестко.
Чего вам опять надо? Галлическое движение за независимость. Пошли отсюда. Держава Негропонт присоединилась в патриархат Константинополь. Графство и Негропонт. Окей, ладно. Опа. Калита. Великий князь Владимирский — желанный и престижный титул, обещающий немалые выгоды его обладателя. Если увеличить сбор дани с других княжеств, оказавшихся под татарским игом, это поспособствует укреплению наших отношений с властями и повысит наши шансы сохранить этот титул за собой. Слово «калита» означает «поясной кошель». Московского князя Ивана I прозвали так за особо эффективный сбор налогов и дани для татаро-монгольских угнетателей. Благодаря благосклонности ордынского хана Москва была избавлена от опустошительных набегов, которым регулярно подвергались соседние княжества. Это в немалой степени способствовало возвышению Москвы и ее постепенному превращению в ведущую региональную державу. Так, и мы можем либо сказать, необходимое зло, которое станет залогом нашего могущества, дается доверие Орды к нам. Хан получит на 25% больше дани, которую этого имени собирает князь Иван. А мнение каждой державы, находящейся под татарским игом, ой-ой-ой, о Москве, ухудшится на минус 100. Ой-ой-ой. Эти княжества и так настрадались. Хан узнал, что мы утаили от него важные сведения. 50%. 50% он остается в неведении. И мы получаем единичку неприязни. Не, ну я не могу потерять минус 100. Это же... Ну, в 4-й Европе это было огромное... Как бы... А кто у нас под игом? Ой-ой-ой. Ой, нет, это не то. Подождите, где ига? Таро-монгольская ига. Ну, это все вот эти державы, короче. Просто все державы. Рискнем. Эти княжества и так настрадались. А что случилось? Ладно. Непонятно, что же случилось. Так, Киев пока так и не хочет союз. Бояре пополняют армейские ряды. Чем больше привилегий, тем больше обязанностей. Отныне бояре будут служить в армии в качестве офицеров и демонстрировать на своем примере качества, присущие людям благородного происхождения. Бояре всегда могут повести за собой массы. Наши общественные ценности изменяются на +5 в пользу аристократии и в пользу количества, а не качества. Может, самые достойные должны вести других за собой. Наши общественные ценности изменяются в пользу плутократии и качества. Так, надо посмотреть ценности. То есть у нас либо аристократия, либо плутократия, да? Что нам дает аристократия? Возможно, число аристократов в городах. Какой в этом плюс, непонятно. Сила аристократов больше. Дисциплину дает +5. Ожидаемость стоимость, ну, повышает стоимость двора, типа, да. Плутократия повышает количество горожан, их силу, но зато повышает торговую эффективность и снижает стоимость двора. Ну и зачем нам бесполезная аристократ... ну подождите, дисциплина, по сути, либо торговая эффективность. Да. Ну, хз, на самом деле, мне кажется, это не так важно. Количество либо качество. Да, вот это давайте тоже посмотрим. Где вообще? Вот, количество. Содержание армии, ширина фронта, потребление пищи. Но хуже инициатива.
Качество дает тактику, инициативу, восстановление боевого духа. Давайте к качеству пойдем. Возьмем плутократию и качество. Оп. Сделали. Решение принято. Что у нас с Суздалем? Что у нас с Суздалем? Он не хочет ничего. Можем союз для начала, да, сделать? С Суздалем. А теперь он, кстати, согласен. Трагедия на охоте. Нет, Семен! Кто-то обернул тело в белую ткань, которая уже пропиталась его кровью. Говорят, его лошадь сама нашла тело на лесной поляне. Мы знаем, что это за место. Его лицо замерло в спокойном, безмятежном выражении. Придворные потягивают руки, чтобы коснуться тела, и к нам медленно приходит осознание, насколько чудовищно случившееся. Кончики пальцев обжигает холод, присущий только смерти. 21 год Семену был. Ужас. Это ужас. Бедный Семен. Но зато Суздаль наш еще один вассал. Еще один вассал Суздаль. Хочется еще союз с Киевом, и вообще будет супер. Кстати, а где? Оспа закончилась, типа, да? Здорово, конечно. Кстати, можем гильдию портных улучшить, получается. Давайте улучшим. Окей. Несовершеннолетний наследник. Кронпринц Иван Рюрикович. Ой, какой интересный. Прикол. О, текущее образование нашего наследника сбалансированное. Мы можем выбрать более качественное образование. Давайте. А как это сделать? Дорогое образование. Военное, дипломатическое, административное. Но это реально дорогое. 250 монет. Давайте административное ему сделаем. Административное образование. Круто. Здорово. Круто, здорово. Ой-ой-ой, тут куча советов каких-то у нас. С кем нам еще улучшиться? С Тромой? Княжество Кострома. Давайте с ними тоже улучшимся, чего бы нет. Улучшаем отношения сначала тогда. Улучшение мнения. Угу. Отлично. С кем еще? Давайте с Ярославлем еще, например. Улучшимся. О, улучшение исследовано. Организованная религия. Число священников в городах плюс 50, максимальная грамотность плюс 5%. Здорово. Что, нам надо выбрать следующее? Рост института плюс 20%. Возможное число горожан. Дипломаты. Что же тут лучше выбрать? Рост института. Давайте рост института. Кажется, у нас будут проблемы с институтами, наверное. Так, ладно, что, Кострома я улучшаюсь. Ярославль. Я тоже уже улучшаюсь. У нас с ними, кстати, союз. А, они уже нас Чё? Подождите. Что? Нет, Ярославль не наш вассал. Минус 23. Не хватает дипломатов, да? Окей.
Нужен хотя бы один целый дипломат. Сейчас у нас только половинка дипломата. Понятно. Деньга и рубль. Если мы хотим стать крупным центром торговли и коммерции, необходимо чеканить собственную валюту. Сейчас у нас появилась возможность отчеканить собственную монету, которая будет иметь хождение исключительно на внутреннем рынке, либо использоваться для торговли с соседями. Можно, конечно, выпускать оба вида монет, но это приведет к резкому росту спроса на серебро. Первая же серебряная монета, чеканившаяся в Киевской Руси с 10 по 11 век, называлась серебряник. В годы татаро-монгольского ига в оборот вошла новая разновидность монеты – деньга, напоминавшая золотоордынские серебряные монеты, но с русским оформлением. Впоследствии монетную форму приобрели и другие денежные единицы – гривна и рубль. Последний, изначально использовавшийся одновременно с деньгами и гривнами, с XIV века постепенно начал занимать положение основной валюты русских земель. Если мы отчеканим и те, и другие... Это, кстати, историческое событие, да? Исторически достоверный вариант. Да, прикольно. И те, и другие. Наши купцы на рынке Москва получат плюс 25 торгового преимущества на 10 лет. Процветание плюс 10. Класс. И рынок в Москве получит чеканку серебряных монет. Минус 103 монеты, что? Обойдемся без торговли с другими. Получает модификатор деньга, местное процветание в месяц. Ну, вот это он тоже получает, да? Торгуя с соседями, мы становимся сильнее. Получает модификатор рубль. Рыночная привлекательность. Наше общество станет более открытым. Общественные ценности по возможности будут смещаться к новшествам, индивидуализму и открытости. Так, изменится на плюс 5 в пользу инноваций. Общественные навыки изменятся в пользу индивидуализма. Да давайте первый вариант, исторический. Отчеканим все, что можно, просто все чеканим. Новая вспышка. Да какая нахер опять вспышка? Нет, Можайск. Это опять этот ОСП это? Или что? Инфлюенса? Это грипп. У здоровых людей обычно вызывает лишь насморк или легкий жар, а вот для детей, стариков, раненых и больных может быть смертельно опасный. Грипп. Пипец. Достроили гильдию портных, походу, мы в Москве. У нас есть 37 монет. Давайте еще что-нибудь построим. Ювелирные изделия, красители. Самое доходное у нас все еще сукно. У нас, по-моему, дефицит вина. Мы по сукну вроде нормально. А вот с вином давайте что-нибудь придумаем. Сооружение. Винодельня. Погнали, построим винодельню. Можно построить в Москве, можно построить во Владимире. Это же не мы. Конечно же, в Москве. Строим винодельню. Здорово. Чего бы нет. Погнали. Так. Интеграция все еще у нас так долго. Наши священники не считают, что Великое княжество Московское — это держава, которая должным образом придерживается принципа верховенства веры. Мы слышали, как они обличали правительство. Мы теряем легитимность. Наши общественные ценности изменяются в пользу инноваций. Либо мы теряем стабильность. А где у нас стабильность? 35. Давайте потеряем легитимность, наверное. О, дочь родилась. Предслава. Здорово. Кстати, мы можем племенам дать привилегию, серьезно? Стоимость расширения сельскохозяйственных работ. Минус 10. Терпимость к физическим верованиям.
Места в совете. Размер ополчения. Ассимиляция невозможно. Культурное влияние. Окей. Фигня какая-то. Непонятно. Так, что у нас еще? На рис. Можем что-нибудь построить на рис? О, мы можем что-то построить на ювелирные изделия, кстати. Погнали. Гильдия ювелиров. Москва. Чуть-чуть денег не хватает, да? Окей. Чуть прокрутим и поставим. Вот, теперь хватает. Строим гильдию ювелиров в Москве. Отлично. Доход наш, кстати, вообще растет. Неплохо так. Может нам повысить затраты... Ой-ой. Нет, что-то затраты на дипломатию, пипец. Да нормально, ладно, пусть будет так. Вложение в стабильность бы еще увеличить. Да, давайте так. Налоги. Можно налоги еще побольше собирать. С мещан, кстати, можно с мещан побольше налогов собирать. Раз у них больше плюс 50. С бояр не получается, да, максимум уже. Можно заниматься чеканкой. Кстати, мы можем заниматься чеканкой. А чё я вообще проспал-то? И у нас инфляция не повышается. Так давайте, ё-моё. Офигеть, конечно. Сколько у нас инфляция сейчас? 0. А, ну так и супер. Ну так и супер. Все, можем в нейтральной зоне вот так вот делать. Плюс 2,47. Это уже плюс 7 монет. Вообще здорово. Здесь у нас все норм. Можем тогда затраты на дипломатию на максимум сделать. Стабильность на максимум вытянуть. Все это к 100, например. Содержание двора. Я так и не понимаю, что это. А, плюс 0,4. Оно влияет на легитимность. Давайте плюс 0,5, например, сделаем по легитимности. И все, и нормально тоже. Ой, подождите, а почему у них почему изменения в месяц? А, понятно, потому что они слишком довольны. Ясненько. Ну хорошо. Это что такое? Неэффективная чеканка. А почему? А почему неэффективно это? Нету золота, серебра, да, типа? Тогда зря я так все выкрутил. Ё-моё. Давайте возвращать. Здесь вернем обратно в 0,30. Здесь, допустим, 0,25 какие-нибудь выберем. Ну, двор оставим. Ну, допустим, 0,4 оставим, ладно. Окей. Что это за звук? Это время, типа, так? Ага, прикол. Ой, это что такое? Это армия какая-то. Что здесь происходит? Я вообще даже не знаю пока, как армию создавать. Пец. И рост института мы изучили. О! А что это? Добейтесь, что это за достижение было? Добейтесь, чтобы на одном вашем рынке находилось не менее 20 тысяч единиц пищи. Это высокий уровень сложности был. Нифига себе. Первое достижение. Красота.
Возвращение к традициям. Наши жители, сбитые с толку стремительными переменами, стали обращаться к наследию своих предков. Они не просто приспосабливают свои общины к окружающей среде, а стремятся к гармонии с ней. Сохраняют многовековые местные традиции, выращивают огромное количество непродуктивных культур и возвращаются к медицинским практикам, которые новые поколения считают чепухой. Это возвращение к истокам существенно укрепляет наши общины, но также способствует децентрализации управления и росту чувства местной независимости. Мы должны решить, приверженность старым традициям является благом или угрозой для государства. Ну, это просто выбор, традиционализм или капитализм. Если мы поддержим традиции, мы просто пойдем к традиционализму. Если мы поддержим модернизацию, простолюдины в некоторых сельских районах будут недовольны. Мы получим прогресс исследования. Наши купцы получат торговое преимущество на 9 лет. Но я думаю, больше это просто именно выбор. Традиционализм либо капитализм. Что нам дают традиции? Лояльность сословий. Намного больше стоимость внедрения института. Культурные традиции плюс 100%. Чтобы это ни было. И стоимость вложений в стабильность минус 20. Что нам дают? Подождите, это вообще... А при чем тут капитализм? Это же вообще из другой группы. Это не то. Это есть традиция, есть традиционализм. Традиционализм. Стоимость сооружений. Объем выпуска ресурсов, предел населения, производство пищи. Мне кажется, традиционализм сильнее пока что. Поддержим пока традиции, я думаю. Будем супер традиционным сообществом. Даже музычку нам врубили. Отлично. Ход Ой-ой-ой, там война какая-то. Тут идет война. Княжество Тверь. Княжество Тверь. Напало на Ростов, да, и тут кто-то мочится. Кстати, мы не выбрали, чем будем исследовать. Окей. Либо гильдии, либо дипломат. Давайте, наверное, дипломатов. Дипломатов. Неэффективная чеканка опять. Да вот вы издеваетесь. Теперь мы можем созывать наше сословие законодательное собрание, Думу. Так мы сможем решать парламентские вопросы, формулировать поводы для войны и повышать налоги, а также собирать увеличенное армейское и флотское ополчение. Выбрать вопрос для обсуждения в парламенте. Так. Проведение военных учений даст нам армейские традиции. И аристократы его поддерживают, поэтому его будет легко довольно-таки получить. Укрепление связи с соседями даст нам дип-репутацию. Найс. Рост населения. Классно было бы. Легитимность. Лояльность духовенства. Смещение к духовенству. Довольство горожан. Лояльность горожан. Ну, короче, давайте возьмем дип-репутацию. Ой. Стоимость двора увеличивается. Ну ладно, пофиг. Парламент созван.
Уровень поддержки 58,3. Просьба к парламенту. О, ничего себе. Позволяет нам собрать больше налогов с сословий. Мы теряем поддержку в размере 50%. Охренеть. Парламентские требования. Снижение мнения. Мы получаем 25 к мнению о державе Византийская империя. Чего? Они хотят, чтобы я поссорился с Византией? Зачем? Поощрение духовных идей. Мы теряем престиж. Не, спасибо. Поощрение миролюбия. Мы получаем усталость от войны. Ну, фигня какая-то. Да и не хочу я это делать. Это ерунда. Само примется, я думаю. Надеюсь. Напоследок, у нас тут, я смотрю, много диплатов. Давайте еще раз проверим быстренько наших вассалов. Резко прекратилась музыка, очень странно. Ну, никто пока, я смотрю, не соглашается. Только можно с Ярославлем, можно союз заключить. Давайте так и сделаем. Я думаю, в следующем уже выпуске мы разберемся как раз с войной. Вот, пока на сегодня это закончим. Всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на Twitch, на YouTube. Всем удачи. Пока.